Привет! Представляю на обзор аудиокассету концерна General Electric модель HBX C90, которую я приобрел в Минске за 25 белорусских рублей или около $8 США. На всем известных сайтах, посвященных аудиокассетам, никакой информации, связанной с брендом General Electric и конкретно этой модели кассеты, я не нашел. Изучил историю этой французско-американской компании и пришел к выводу, что согласно штрих-коду, указанному на вкладыше, эта кассета изготовлена для рынка США и обеспечивается пожизненная гарантия предприятием Thomson Consumer Electronics из города Дэмфорд в штате Нью-Джерси. И рядом указано, что сделана она конкретно в Корее. Вероятно, для популяризации этой американской компании. Я предполагаю, что на рынок она выпущена во второй половине 1980-х годов, ближе к 1990-м. Но так как корпус кассеты из черного непрозрачного пластика, то эта кассета точно не 1990-х годов. Так выглядит ее упаковка. С внешней стороны это в трех цветах: голубом, синем и золотистом. Обратная сторона прозрачная. На торцах вот так. Качественная аудиокассета тип 2. И вот такой у нее логотип, замысловатые такие, с завитушками, литеры General Electric. Скрываю. Так выглядит кассета в распечатанном виде, но немного истории. Предприятие General Electric было создано еще в конце 19 века путем слияния электроэнергетических компаний Thomson Houston и Edison General. За всю свою историю компания занималась электротранспортом, изготавливала турбины для энергетических станций, авиации и также бытовую технику. Это были первые холодильники, затем стиральные и посудомоечные машины, радиооборудование. Но она не занималась собственным производством аудиокассет. Вскрываю кассету. Плотно, защелка хорошая, кассета. Вот такой вот футляр. Здесь рифление, здесь гладко, прозрачно, здесь также рифление. Никаких логотипов на футляре нет. Так выглядит вкладыш. Скромно, но со вкусом. Это мы видели, поскольку обертка была прозрачная. А так выглядит сама аудиокассета. Она в таком черном разборном корпусе с фактурой в виде кирпичиков. В центре вклеена золотистая наклейка. Кассета изготовлена в Корее, и, вероятно, это был заказ на том же предприятии, которое производило кассеты SNC Sound Breeze. Поскольку футляры у них абсолютно одинаковые, с трехлучевыми стопперами и рифлеными двумя боковыми гранями. И фактура на корпусах кассет также у них абсолютно схожая. Те же кирпичики, та же стрелка в верхнем левом углу и такая же разметка в центральном пластиковом окне. Кстати, серийного номера и там нету. Вероятно, обе эти кассеты изготавливал корейский завод Сайхан. На сайте aquabus.com в закладке «Другое», ноунеймы, Китай и прочее, в конце длинного списка имеются изображения кассеты General Electric HOC90 с лентой первого типа. А у меня на обзоре модель HBX C90 с лентой второго типа. У нее прозрачный раккорд с оранжевыми поперечными полосками. Вот так выглядит лента второго типа, не утверждаю, но вероятно эта лента с феррокобальтовым покрытием. Сравним с лентой SNC Sound Breeze. И здесь похожий раккорд, те же полоски. Да, ленты абсолютно одинаковые, даже экранчики одинаковые, подушки, все абсолютно одинаково. Вот так если расположить, то и даже не поймешь, где какая кассета находится. А оно во как. Снизу под центральным окном лаконично указано, что это качественная аудиокассета. Поэтому я не ожидаю от ее ленты чего-то выдающегося. Ориентируясь на уровень кассет SNC Sound Breeze. Хотя согласно прорегистрированной на вкладыше АЧХ ленты, уровень сигнала постоянен на значении плюс 5 дБ. А на частотах выше 10 кГц еще имеется подъем почти до плюс 10 дБ. Как будто в кассете лента 4 типа, а не 2. Протестирую эту ленту на запись на кассетной деке Pioneer CT777. После перемотки в обе стороны подаю на вход с внешнего генератора сигнал частотой 315 Гц. Уровень входного сигнала поднимаю до 0 дБ по шкале индикатора деки. Включаю запись. Падение до минус 1 дБ. Теперь пробую откалибровать трак записи под эту ленту. Калибрую. Все успешно. В этом случае сигнал, подаваемый на вход с частотой 315 Гц и уровнем 0 дБ, записывается на ленту с таким же уровнем 0 дБ. Проверю сторону B.
Запись 0. Тоже 0. Подниму уровень входного сигнала до значка Dolby плюс 3 дБ. По шкале этого индикатора откалибровано под намагниченность ленты 250 нановебер на метр. На ленте есть падение. Здесь выравниваю. Все отлично, все ровно. Ну и в финале послушаем запись музыки. А мне понравилось то, как звучит записанный сигнал частотой 315 Гц на этой ленте и музыкальный фрагмент без потери динамики, высоких частот и уровней. И при этом невысокий уровень шума. Ну, если придираться вообще к кассетной записи, да, шум присутствует, но при этом четко слышен каждый канал в отдельности. Шум не забивает музыку. Отличная лента второго типа, которая выжила спустя 40 лет. В интернете представлен только такой дизайн кассет General Electric этих двух вариантов с лентой первого и второго типа. Других компакт-кассет этого бренда я не видел. Сравнивая эту кассету с лентой второго типа с иллюстрацией кассеты с лентой первого типа, внешний дизайн похож. Есть разница в цвете наклейки на кассету. Нашел подтверждение своим измышлениям на словацком сайте о том, что кассета с лентой первого типа изготовлена на заводе Сайхан. В общем-то, к качеству сборки этой кассеты у меня претензий почти нет. Пластик футляра и корпус кассеты достаточно прочный. Но как перфекционисту мне не нравится то, что наклейка со стороны А наклеена не в центре, а с небольшим сдвигом влево. Вот буквально заходит на грань. А со стороны Б все идеально в центре.
Благодарю вас за просмотр этого видеоролика. Оценивайте его лайками, дизлайками, лучше лайками. А я на этом с вами прощаюсь. Встретимся на канале. Всем пока и удачи!